Всем привет! Будем сейчас начинать новую торговую сессию. Сегодня думал, возможно, буду не торговать, так как... ладно, сейчас вот пока сделаю фон, делаю небольшую предысторию. Думал, сегодня, возможно, не получится поторговать. Был у меня встреча выпускников, 10 лет не виделись. Встретился, но вижу, что еще 2 часа, скажем так, есть до окончания дня. И решил все же зайти посмотреть графики, так как, в принципе, не хочется пропускать дни. И для себя, просто для галочки будет прикольно, если, например, там какое время проторгую ежедневно и без перерывов. Также у меня сегодня 15 число, середина месяца. Я примерно начал торговать именно на Тайгере в начале месяца, там в первых числах. И думал раз в 2 недели делать какой-то, подводить итоги. Потом раз в 2 недели, примерно внутри месяца, и в конце месяца итоги, грубо говоря, за сам месяц. Поэтому на сегодня был очень занят, я же говорю, только освободился вечером, поэтому, наверное, завтра уже запишу итоги, как у меня прошла торговля за последние 2 недели. Подведу итоги. У меня прям там есть о чем рассказать, поэтому в такой формат, я думаю, добавится на канал. Пока у меня ну, до такого формата, пока у меня только самые, скажем так, ну, точнее, сами торговые м, сделки, ситуации, когда я просто торгую, и я никак не монтирую пока. Но это все временно, пока никак не доберусь до монтажа, все лень. И очень не люблю этим заниматься, скажем так. Так что, думаю, можно, в принципе, начинать. Сегодня это первая и другая сессия. Начинаем с баланса $127. Риск на день у меня $5, так что я могу потерять максимум, опустить баланс, точнее, до 122. Но, скорее всего, я за одну торговую сессию никогда не дохожу к стопам, к стопу на день. Поэтому, ну, только если не даю какую-то слабину, не нарушаю, но со временем нарушая все меньше и меньше, делаю какие-то выводы, итоги. И, в принципе, на дистанции моя торговля становится все лучше и лучше. Как-никак, 8 лет уже прошло, то какие-то итоги я для себя вынес. Ну, 8 лет с начала торговли, скажем так, с моего начала моего пути. Итак, 127 начало. Я уже открыл Tiger Trades. Будем добавлять сюда сделочки и давайте посмотрим. Тут я уже немножко увидел, что вот какая-то монетка у нас очень сильно упала. Такое прям редко бывает. Думаю, она должна быть волатильная и давать хорошие точки входа. Так, тикер у нее ZKJ, кажется, там маленькая буква, не вижу. ZK, ZKJ, вот это она? Да, очень сильно упала. То она практически соскамилась. Или, я не знаю, тут просто, возможно, поделили как-то токен или что-то случается просто минус 90%. А на минутке это как было падение? Ой, довольно-таки длинное. Тут можно было хорошо заработать на всем этом падении. Это просто была отличная возможность, но, к сожалению, я ее не видел. В моменте сейчас она, что по процентам нам дает, как она движется. Довольно хорошо. За минутку по 5% там летает. Отлично. Такое я люблю торговать. Такое я люблю. И, возможно, даже... а тут стакан почему не работает? Блин. Возможно, нужно перезапустить терминал.
Ну сейчас напишет, что он открыт, наверное. Там буквально минуты 2 нужно подождать. Да, такой у меня рабочий стол. Так, ну нужно минутку-две посмотреть, и ладно. Эта монетка хорошая. Био еще немножко пробивает максимумы. Боб. Боб, в принципе, подошли к уровню. Но такое чувство, что монетку Боб я даже шортил бы, скорее всего. Потому что было падение, его полностью выкупили и остановились. Когда падение полностью выкуповывается, но нету резких откатов, а цена стоит, либо же плавно движется вверх, то как минимум у меня создается чувство и впечатление, что будет дальнейшее движение вверх, так как мы, продавцы, уже не смогли продавить дальше цену вниз, покупатели все откупают, и цена, в принципе, останавливается, не дают ей падать. Так как тут уверенность в падении минимальна. Поэтому, в принципе, также здесь можно заходить в лонг с маленькими стопами, что это еще один плюс для того, чтобы нам шортить. Так что эта ситуация для меня явно шортовая. Заходить против большинства трейдеров. Так, смотрим. Вот еще какая-то монетка. XBT. Какой-то XBT. Челгай летит, но он довольно медленно летит. И в процентах также не очень. Так что пока, в принципе, меня вот те монеты, которые на скринере топ-3, они для меня в приоритете. Так, стакан открываем. Тайгер точнее. А по объемам есть какая-то монетка в топе? Да, вот, кстати, на удивление еще приятно смотрится Solana. И Fartcoin выбился в топы по объему. Это объем за последние 15 минут, которые прошли на монетках. Понятно, что вот эта, которая упала, на ней очень много торгует, но я на ней уже хотел, как увидел, хотел лонгануть, но кажется, я не успел. Либо же... Да, я хотел вот здесь где-то лонгануть. И, в принципе, уже процент какого-то движения могу взять. Интересно, интересно. Но тут нужно быть максимально осторожными и, наверное, брать уменьшенный объем. Потому что процент против меня это буквально ничего не стоит. Процентное движение. Давайте, наверное, попытаемся брать 2%. Ну, кстати, вот, например, от максимумов. Процент это уже движение, а 2% это довольно большое, кстати. Возможно, стоит... Блин, тут, в теории тут уже можно лонговать, но почему-то страшновато. Почему-то страшновато, что просто каким-то откатом меня вкатает. Но тут лонговую сделку вообще смарт было открывать. Я хотел на вот этом падении, но, к сожалению, вы видели, стакан не работал, когда цена вкатывалась. Ну, возможно, меня не на самом низу открыло, а, примерно вот по 30 центов где-то бы открыло. Так, я зашел на небольшой объем. Быстренько переставлю. Пока пусть будет на маленький объем, потому что я не уверен, что мы сейчас будем дальше рисовать. Возможно, зайду с маленьким объемом в сделку. Но тут по-любому лонговое движение. Я на это делаю хорошую ставку. Сейчас попытаюсь подробнее объяснить, почему я заходил здесь в лонг. Если кратко, то что мы видим? Глобальное движение направлено вниз. Это, в принципе, плюсик для шортистов заходить в шорты, так как большинство трейдеров торгуют по тренду. После остановки мы начали пробивать цену вниз.
То есть это еще такое движение заходить в шорты. Был откат, и на этом откате мы подошли к какому-то такому нисходящему мини-каналу или тренду, и тут остановились. Так есть возможность зайти в шорт с коротким стопом. И все это плюсики небольшие для того, чтобы зайти в шорты. Можно заходить с коротким стопом, по тренду, прям все идеально, все по теханализу, как учили. Добавлю, зайду уже на полноценный объем, но и, наверное, лучше сразу выставлю Take Profit 3.9.8.3. Тут-то я могу словить, конечно, я очень сильно поставил близко Take стоп-лосс. Я рискую, но я делаю ставку, что на монетах, которые летают, обычно нету ложных выходов. Скажем так, они не набирают очень большие движения. Поэтому, кстати, я хочу взять здесь 1 к 2, наверное, примерно 2%. Вот 2% это 30,70. То есть за 30,72 я вот сюда поставлю свой take profit. Будет хорошее место, как мне кажется. Я же говорю, тут было накопление и была хорошая прям возможность заходить в шорта с маленькими стопами. Так, ты давай об меня не развернись, а то будет неприятно. Серьезно? Какой тут хай? 66, даже если бы я поставил перед, 70 меня бы не закрыло. Обидно будет, если я, не, в принципе, уже здесь можно было закрываться, но вы видели, это было очень быстрое импульсное движение, я бы не успел здесь выйти. Так как, ну, глобально, в принципе, я угадал, что будет откат, но я надеюсь, что он продолжится еще чуть побольше. Посмотрим, посмотрим. Кстати, вот это движение было примерно... Ну да, закроет меня. Все. Отлично. Первая сделка зашел в плюс. Соотношение 2 к 1. Примерно заработал 2-2,5 доллара. Давайте я посмотрю быстренько. Или не буду. Нет, ладно, лучше открою все же. Было 127, стало 129 с половиной. Так что 2,5 доллара получилось забрать тут. Это довольно хорошо. Также буду дальше наблюдать. Возможно, что-то еще здесь интересное вижу. Так, и давайте я добавлю. Хотел сказать, подумал, что эфир в топе по изменению цены. Это было крайне странно, так как эфир монетка тяжелая, и выбиться ей в топ по процентному соотношению очень тяжело. Хотел посмотреть монетку, а вот Боб, я успел ее увидеть, Боб, и монетку Бит. Ой-ой-ой, я путаю. Вот тут монетка Боб и монетка Бит. Давайте Боб сразу, потому что мне показалось, там точка входа хорошая сейчас. Блин, была точка входа хорошая, сколько 0,5% движения я мог забрать. Ладно, захожу на свой обычный объем, настройки, размер ордеров. Возможно, тут я уже в плохом месте зайду, но возьму небольшой, наверное, чуть меньше даже соотношения, чем к 1 к 1. Но тут очень хороший, скажем так, очень большая вероятность на take profit. Даже, возможно, блин, я хотел на объем в 1,5 раза больше, но зашел на автомате на 2 раза больше объем. По-хорошему закрыть сейчас 0,05 стандартного объема, примерно 60 долларов. Но, скорее всего, уже посижу с таким объемом. Поставлю стоп-лосс чуть поменьше и take profit за пробой вот этих, скажем так, теней. Так как, скорее всего... Вот, кстати, еще круглое число 52. Это прям вообще идеальное место, чтобы спрятать здесь стопы.
Так что на пробой 52 я буду закрываться. Так, 4, я 3 написал. 4000 монеток у меня на пробой 52. Так, вот тут 52. Так, сейчас, все. Вот. Пробой 52, мой take profit. И стоп-лосс точно нужно поставить ближе, чтобы я не рисковал. Тут, кстати, также получается у нас соотношение 2 к 1, но, к сожалению, я поздно увидел. Я в идеале вот заходил примерно вот здесь. Как ломается. Вот тут был такой какой-то нисходящий небольшой каналчик, его пробивало, и примерно вот здесь активно, как мне кажется, заходили в лонга. Также вот это падение резко выкупили. Вот здесь, возможно, также было хорошее время зайти в шорт. Чисто потому, что когда вкатали и резко выкупили все это падение, вера в лонг максимальная. И примерно вот здесь я также заходил, но, к сожалению, у меня тут уже стопо стоит, а не точка входа. Из-за того, что я не вовремя увидел, но не захотел подождать, ну, не захотел уже выпускать эту сделку, я решил зайти на повышенный объем. Вот поэтому и зашел уже по рынку. Мне показалось, что цена будет падать, что она, собственно, и делает. Надеюсь, меня импульсом пробьет, так как те, кто ставили вот сюда стопы моих, уже забрали за локальные минимумы. Осталось собрать только тех, кто ставил за круглую цифру в 5 центов, там 5,2 цента. Скорее всего, тут еще одна просто свеча будет красной, импульсная. Либо же мне просто закрыться. Все, меня закрыло. Take profit. Кстати, здесь также, по идее, у меня прям повышенный объем был. Я забыл. Я забыл основное свое правило, одно из основных правил. Я сейчас не повышаю объемы. Но хотя, в принципе, типа я очень много нарушений у меня было, много подслитых депозитов, скажем так, чисто из-за того, что в каком-то моменте я хотел отбивать свои потери и начинал заходить на больший объем, тем самым больше рисковал и себе, скажем так, портил всю статистику. Но в принципе вот здесь я зашел на большую сумму, но стоп-лосс я подвинул к стандартным значениям. Поэтому риск у меня на эту сделку был заложен стандартный. Наверное, это не считается, как я зашел на повышенные объемы. Типа я зашел со стандартным стопом и просто, ну, да, фактически объем был больше, но риски я не увеличивал. Поэтому, наверное, на вот этой сделке я ничего не нарушил. Если бы я оставил стоп-лосс в 2 раза больше, то тогда, да, было нарушение, но сейчас все, в принципе, хорошо. Блин, 2 сделки зашли и довольно приятный процент к депозиту случился. Было 27, стало 131. Это примерно процентика 4, не знаю, где-то в этом диапазоне. Поэтому, в принципе, посещают меня мысли прекратить. Блин, тут упустил возможность. Ситуация повторилась была. Далее резко вкатали, была возможность, был страх, что цена дальше не пойдет вверх. И, в принципе, вот здесь можно было заходить в лонг, хотя процентик взять. Но, кстати, пока не собрали. Если цена сейчас откатится, я, возможно, зайду тут. Примерно вот здесь, наверное, мне бы дали взять, зайти. Ну и, кстати, на пробой 50 я поставил бы свой take profit. Кстати, да, меня бы сейчас закрыло буквально на хаях по take профиту. Но я не увидел вот эту монетку. Тут я не знаю, в принципе, можно ли перезаходить. Пока посмотрим, что оно будет рисовать дальше.
Тут-то просто выкуповывается все. Возможно, захотят еще, чтобы те, кто лонговал, перезаходили. Вполне возможно, посмотрим. Так, тут-то и вот еще монетка. Стоп, Боб. Боб, у меня ее здесь и здесь открыта. Она, в принципе, я ее и торговал на прошлой торговой сессии, поэтому у меня она уже была на одной вкладке открыта. Я хотел, кстати, EPT. EPT. EPT сильно падает. Давайте я ее себе добавлю. EPT. Вот, кстати, еще первая минута мы увидели прям ее идеально. По процентам она дала 3%. Так, график шортовый. Глобально мы в нисходящем тренде падаем. Сейчас как будто мы такой подошли к какой-то нижней границе. Так что, по идее, в теории тут могли бы лонговать трейдеры, но если бы цена держалась ниже, было бы вообще идеально, была бы возможность зайти в лонг с маленьким стоп-лоссом. Но, к сожалению, цена держится на середине свечи. Поэтому пока понаблюдаем. Нет явной точки входа. Вот тут, кстати, интересный момент. Смотрите, что я здесь вижу. Глобально я держу в голове картину, что это нисходящий график, мы сейчас возле уровня сопротивления, шортистов больше, и поэтому я ищу здесь точки входа в лонг. Я видел здесь, вот цена начала вкатываться, но было как будто какое-то... Давайте зайду на полобъема в лонг и буду дальше комментировать. И свой стандартный стоп-лосс. $1.20. Вот примерно вот здесь есть. Так, на полобъемчика зашел, посмотрю, чтобы просто чтобы не упустить. Возможно, тут маленькую часть закроется, а возможно, будет дальше. Еще будет больше обманка какая-то. Смотрите, что я здесь увидел. Да, так, я видел вот после вот этого красной свечи, скажем так, цена просто остановилась. И у меня сложилось чувство, что как будто бы непонятно, куда пойдет. С одной стороны, мы стоим возле уровня сопротивления. Цена сейчас, в принципе, может пойти и дальше вниз. Но почему-то она, скажем так, дальше не падает сейчас вниз и постоянно удерживает вот этот уровень. И как будто бы возле вот этой свечи нужно было дальше показать. Возможно, вот это мало. И мы сейчас дальше будем показывать, что в принципе дальнейшее движение, ну, не определено, а дальнейшее движение будет продолжаться вниз. В идеале показать еще там несколько каких-то страшных свечей красных больших, чтобы прям напугать и показать, что мы действительно дальше можем пойти спокойно вниз. Вот, кстати, об таких свечах я только что и сказал, еще таких несколько прям свечей, но при этом не в этот диапазон. Мы просто примерно должны быть вот здесь, скажем так, в этом накоплении. Но свечи желательно большие красные, чтобы те, у кого неопределенность, на это я говорю просто как я это вижу. Я не говорю, что прям так оно работает и так действительно оно есть. Лично у меня бы сложилось мнение, если бы я здесь не знал, куда пойдет цена, несколько каких-то больших красных свечей, и в принципе я бы здесь спокойно заходил в шорт, так как казалось бы, тут если начнется падение, оно может начаться быстро, потому что по предыдущим примерам мы видим большие красные свечи, нужно заходить сразу же, не ждать, и потенциально можно брать большие движения. Вот 3-4% вот все вот это падение. И поэтому в теории люди более активно шортили. Но этот сценарий более, кстати, вероятен на... Как я забываю постоянно, я еще это недавно себе добавил правило. Этот сценарий более вероятен на чуть более спокойных монетах, скажем так. Когда цена летит постоянно в одну сторону, нет вот таких каких ложных выходов.
Я об этом постоянно замечаю. Я об этом говорил, когда здесь взял первую сделку, что ложные выходы делаются, ну, скажем так, реже, чем на тех монетах, которые стоят на месте. На таких монетах обычно стоит накопление, пробой, собрали стопы. Стоит накопление, пробой, собрали стопы. А на монетах, которые чуть менее волатильны, идет накопление, цена как-то начинает поджиматься, в принципе, в ту сторону, в которую большинство трейдеров торгуют. Они это видят, кто сомневался, заходит еще в сторону, куда большинство торгует. Кто уже в сделке могут докупиться, так как их сценарий отыгрывает, в принципе. И потом уже мы в дальнейшее идем движение туда, где можно их побрить и собрать с них денежки. Поэтому такие сценарии более часто встречаются на чуть более спокойных монетах. А когда монета летает, даже маленькое движение, это уже вот, если мы пойдем вот сюда пробивать, это полтора, ну, процент движения цены. То есть все, кто вот здесь заходили в шорты, а здесь, как мне кажется, большинство заходили в шорты, у них уже будет прибыль в процент. А люди часто заходят с большими плечами и уже могут некоторые начать закрываться, некоторые, те, кого мы могли вот здесь побрить, могут начать фиксировать и небольшую такую прибыль, поэтому нету такого большого энтузиазма вести сюда цену, как мне кажется. И сейчас мы просто понаблюдаем. Тут я зашел уже на такой небольшой объем. Если получится, я возьму, наверное, я даже не рассчитываю взять свой стандартный take profit, потому что take profit мой это сейчас где-то 2%. Хотя, кстати, 2% это перехай, в принципе, за которые могут прятать свои стопы шортисты. 198.5. Ну, давайте поставим, кстати, и за перехай. Это примерно 30.86. Сейчас я видео записываю. Зарядка ось есть. Там одна моя, а одна ваша. Можете взять мою, я и потом заберу, если буде надо. Так. Дальше что мы здесь видим? Как будто начался такой поджимчик вверх. Возможно, тут кто-то и будет заходить в лонги, потому что обычно, если мы действительно будем идти с таких накоплений вверх, это большие резкие движения, а не плавный какой-то поджимчик. Если начнет как-то плавно поджиматься вверх, я бы сказал, что шанс дальнейшее движение понижается и повышается шанс на какой-то сквиз вниз. Это нам не будет играть на руку плавный медленный подъем. Поэтому желательно здесь большие резкие движения. Ну и также, в принципе, какие-то большие красные свечи приветствуются, если после них будет остановка. Это также играет нам на руку. Вот так. Тут мы давайте смотрим, никаких нет. Бит я уже несколько раз сказал, но кажется, так и не открыл вот эту монету бит. Сегодня рынок довольно волатильный, и монеты очень много ходят. Кстати, я вообще не жалею, просто я еще думал сегодня записывать, не записывать видео. Но решил записать и поторговать под вечер перед сном. Поэтому, кстати, это, думаю, верное решение в хорошем профите. Я такой профит 2 прибыльных дня примерно за вот эти сделки дали. Так что сейчас главное его не потерять. По-хорошему можно было бы и закончить на этом, завершить торговлю, но я остался чисто потому, что, скажем так, все, вообще идеально. Меня закрыло по профиту, еще $20 свой забрал. Так что, как я говорил, почему я остался и не завершил день после 2
хороших прибыльных сделок чисто потому, что были ситуации, в которых прямо сейчас вход буквально в считанные минуты. Если бы я посмотрел, еще нужно ждать там минут 10-15, смотря как цена поведет, а возможно и не торговал бы, то такой я бы не захотел бы сидеть долго ждать и закрыл бы торговую сессию в профит и просто ушел бы. Кстати, вот здесь могли на перезаход. Тех, кто вот в этом накоплении были, ставили, это вторая сделка сегодня была. Те, кто вот в этом накоплении заходили в лонг, их выбили на пробое 52, они могут начать перезаходить. Но, как мне показывает практика, вот это такого накопления недостаточно. Кто-то не видел, кто-то не уверен, что кто-то просто не захотел заходить на хаях, потому что, в принципе, вот этот откат постоянно цена была на хаях. Типа люди любят больше заходить на откатах, либо же на пробой каких-то уровней. И вот, кстати, вот небольшой такой уровень мы вот здесь пробили, поэтому, возможно, здесь, в принципе, продолжился сценарий набора лонгистов. Будем дальше брить тех, кто лонгует этот график. Но по-хорошему здесь бы вот этот откатик еще раз выкупить, так как тут уже не будет сомнений, что мы вот выкупили вот это резкое падение. В кого будет неопределенность, мы вот тут выкупим падение и будет вообще поджатие к максимуму. Как мне кажется, вот здесь будет максимальная уверенность, что мы дальше полетим. Так как перед этим, вот смотрите. Ну, хотя перед этим даже вот можно пятиминутку показать. Мы постоянно падали, мы выкупили большое падение. Сейчас стоим на максимумах. И если мы выкупим какие-то локальные небольшие просадки и начнем поджиматься, тут будет максимальная уверенность, что мы пойдем, еще будет как минимум какой-то импульс, выстрел. И на этом будет много заходить людей в лонги. Но при этом лонговать, чтобы люди лонговали вот здесь, нужна остановка. Типа должна цена дать возможность трейдерам зайти. Поэтому нужно еще подождать. Подождать, так как если я ошибаюсь и начнется действительное движение вверх, то, скорее всего, оно будет импульсное и выстрел вот в эту зону, в принципе, не дает самой логике зайти уже прямо здесь. Если начнется резкое движение, будут импульсы вверх, то, в принципе, ничто нам не запрещает здесь сделать еще несколько импульсов вверх и полететь на самом деле против моей логики, полететь вверх. Для этого нам и нужна остановка, чтобы дало возможность тем, кто хочет лонговать здесь, зайти на хаях. И если такое действительно происходит, то, в принципе, можно спокойно было по цене в 53 зайти здесь еще раз в лонг. Тут можно будет даже зайти со стандартным своим объемом и примерно взять какое-то небольшое движение, например, за пробой за вот этого минимума. Если вот это будет минимум отката, скажем так. Ну, это я говорю, рассказал как бы идеальный сценарий, как вообще, вообще идеально было бы, если бы цена пошла именно таким образом. Тут бы я не размышлял и захотел бы на свой стандартный объем. И это была поверенная техническая сделка по моей торговой стратегии. Тут мы выстрелили. Кстати, какую ошибку я здесь допустил. Я мог здесь заработать еще больше, если мы видим накопление. И я знаю, что здесь, скорее всего, большинство трейдеров шортят. То при вот таком резком импульсе вверх, то место, где цена примерно останавливается, скорее всего, найдутся много людей, которые будут просто перезаходить по высшим ценам. Люди очень часто перезаходят, если их там резко выбивают. И они думают, что они могут зайти по лучшей цене. То есть примерно вот здесь цена остановилась. И как мне кажется, примерно по цене в 31 много перезаходило.
перезаходило. И какой-то даже небольшой я бы взял, брал бы, я уверен, 1% здесь, потому что я не хотел бы ждать продолжения движения, я бы ждал бы просто небольшой отскок вверх, чтобы побрить тех, кто просто перезашел с большими плечами на завышенных рисках и еще такое. Так что здесь можно было бы реально буквально за минуту-две взять еще одну небольшую сделку в профит. И это не какой-то там, скажем так, анализ уже на графику, скажем так, вот здесь нужно было зайти, а вот тут нужно выйти в профит. Нет, ну, если, я думаю, будете следить дальше за каналом, вы увидите, что в похожих сделках я буду делать именно так же, потому что ну, я руководствуюсь своим прошлым опытом, и, в принципе, вот такие сделки в большинстве случаев отыгрывают вот по такому сценарию, как я только что озвучил. Смотрим здесь. Блин, то, что я говорил. В принципе, здесь можно будет зайти. Вот тут. Но у меня сейчас торговая сессия в хорошем профите. И ждать движения, которое может случиться, а может и, в принципе, не дать возможность мне зайти и без меня пойти вниз. А ждать вот сюда подход, это еще как минимум минут 15. Даже если сейчас будет несколько, там за 5 минут она подойдет, то нужно будет еще ждать минут 5 остановку цены, которую я хочу увидеть. Так что тут, в принципе, долговато ждать. И, наверное, я это делать не буду, так как прямо сейчас еще тут что-то, какая-то остановка. Наверное, просто не буду здесь ждать. Возможно, и пойдет без меня вниз. Просто я бы не смог здесь зайти. А возможно, и будет движение вверх. Если кому интересно, можете посмотреть потом, зайти на историю, если у вас прогрузит. То сейчас вот 15.06, 23, считай 00 по МСК. Так что вот так. Будет интересно, зайдите, посмотрите, как отыграл. Да, даст возможность здесь зайти или нет. Либо же я ошибся и будет дальнейшее движение вверх. Но я бы здесь брал примерно вот от 53% какой-то процент, полтора движения вниз. Вот так. Так что тут у нас просто остановилось сбоку. Наверное, на этом буду завершать торговую сессию. Начали со 127. Ну, даже там чуть больше было на несколько центов, но я округлил. Примерно 6 долларов. Может, чуть меньше. Хотя завтра комиссии часть вернется. Раз в день возвращается часть комиссии. Это, кстати, очень важная тема, на которую я чуть позже запишу отдельное видео. Но, наверное, когда уже буду прям монтировать, потому что более разговорные видео, это чуть более хочется улучшить качество, а не в таком формате, как я сейчас снимаю, все одним дублем на просто запись включил, выключил, видео снято. Вот так вот. Это, кстати, рекордная, наверное, торговая сессия именно за вот этот месяц в процентном соотношении, я думаю. Ну, в любом случае, не зря зашел, не зря поторговал. Так что спасибо, кто смотрел. Все, всем пока.